Здравствуйте, мои ведьмочки, мои волшебники, мои маги, мои любимые, мои самые лучшие подписчики. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас. Эту тему мы часто осматриваем, но я думаю, что она очень замечательная, и она всегда приоткрывает завесу всего самого необходимого для вас, любых тайн, которые окружают вас. Гадать я буду сегодня на оракуле Кипер. У нас будет с вами по традиции 4 позиции. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета. И значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, перемешиваем нашу колоду. Сосредотачиваемся. Спрашиваем высшие силы, что они вам хотят сказать. Задаем мысленно вопрос. Представляем себя на дороге жизни. И представляем, что сидите со мной, снимаем 3 раза. 1, 2, 3. Смотрим послание для тех, кто видео глядит с самого начала. Фальшивая персона. Кто-то в окружении вашем притворяется, ведет либо двойную игру, либо не совсем честную игру. Есть человек, который буквально носит маску. Этот человек может затаивать свои чувства к вам, истинные чувства, а может даже обиду затаить. И поэтому будьте внимательны. Кто-то может за вами даже наблюдать. Итак, выкладываю сейчас 4 позиции. Это ваше состояние на сегодняшний день. 4 позиции, 4 карты. Итак, 4 карты. И украшать сегодня буду наперстками. Я их купила на барахолке. Этим наперсткам не меньше 100 лет каждому. Это керамические наперстки, они очень интересные. Каждый хранит свою историю. Поэтому рассматривайте. И который вам больше приглянулся, тот и выбирайте для себя. Да? Итак, первая позиция. Дальше у нас совы, видите? Вторая позиция. Третья позиция. Смотрите, какая интересная. Здесь тут видно, да? Демидка храпит у меня. И 4-я позиция. Нашла его. Такой красивый кот. Вот прям нашла кота, представляете? Внутри надпись есть. Боня Чина и Made in Ирланд. Да? Ирландия, наверное, что ли? Может быть. Вот. История умалчивает. В общем, такие интересные наперстки сегодня. Может быть, я потом еще куплю, потому что, ну, для коллекции. Ну, вообще, я очень люблю старые всякие вещи прикольные. Вот. Туфли, видите? Теперь у меня их 28. Я всю коллекцию купила. Итак, 1, 2, 3, 4 позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы с вами начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. То есть первая карта у нас, вот мне ее нет смысла ни подтасовывать, ничего, как вы понимаете, да? Во-первых, я уже 20 лет Таро занимаюсь, а во-вторых, тут ваша первая карта, ваше состояние сегодня. Вы себя просто по ней узнаете, и никакого смысла там что-то подделывать нету, да? То есть многие там спрашивают, вот вы позиции в бок убираете. Итак, первый наперсток. Он прям как-то так сочетается с туфелькой, с шляпкой. Заметили, да, фиолетового много как-то. У меня сегодня и ногти фиолетовые такие. Итак, ваше состояние сегодня. Ну, здравствуйте. Свадьба. Я не могу. Свадьба. Ну, это ж надо, бывает же такое. Ну, может быть, это состояние человека действительно в паре, да. Может, у вас есть там, не знаю, муж, жена, семья там, или дети, и дом, там, ну, все вот такое прочее. То есть вы человек семейный, например, поэтому свадьба.
Может, правда, к свадьбе готовитесь, или вас свадьба ждет в скором времени, на пороге, да, бракосочетание. Вот. Но это также карта просто показывает такое приподнятое, конечно, настроение, душевное состояние у человека, это же понятно. Свадьба, да, ну, счастливая карта. Многие же понимают, что такая карта является именно счастливой. Что люди решили устроить праздник, сочетаться браком законным и венчаться, может быть, даже еще плюсом. То есть соединять свои души прямо на небесах, да, там, для Бога. И мое мнение, что, конечно, многие ассоциируют эту карту с каким-то счастливым состоянием души. Если для вас свадьба означает что-то другое, то это будет соответствовать вашему состоянию внутреннему, да. Но так это, в принципе, такое добродушное, дружелюбное, счастливое состояние человека. И сейчас внутри у вас вряд ли есть какое-то зло, а есть скорее желание с кем-то объединяться, браться за руки, идти по жизни смело вместе, понимаете? Ну и, соответственно, я считаю, что, конечно, это карта хорошего человека, коммуникабельного очень и старающегося многим людям, ну, помогать, по крайней мере, сейчас в жизни, да. Вот, поэтому, да, у вас сейчас такое хорошее, приподнятое душевное состояние. Ну, либо близится еще и свадьба в жизни. Вот, хорошо. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Первое, давайте посмотрим, от чего это вообще касается, в принципе-то. Ага. Тут у нас такая мысль, да? Мысль. То есть человек как будто сидит, вот он задумался. Может быть, это как бы дело, то, что хотят вам сказать высшие силы, они хотят сказать про мужчину, который является сейчас в жизни очень задумчивым. И ему принять трудно какое-то, ну, важное решение в жизни, да. А может быть, просто высшие силы хотят показать, что у вас в жизни предстоит задумчивость и трудное какое-то решение для вас. И, соответственно, ну вот задумчивый человек-то и выпал, да. То есть пора о чем-то наконец-то задуматься. Пора о чем-то наконец-то принять решение, да, какое-то очень важное. Может быть, какая-то загадка стоит перед вами, а может быть, какая-то дилемма. И, соответственно, это нужно срочно решать. Иначе вы так и останетесь, ну, в несколько таком зависшем состоянии, да. Я считаю, что не зря эта карта. Она может про мужчину быть, у которого какие-нибудь там, ну, тяжелые мысли, да, дилемма стоит перед ним. Либо это ваша дилемма. Так, хорошо. А что про это хотят сказать-то высшие силы? Что они хотят сообщить? Опять мужчина, главный мужчина, важный мужчина. Вот видите, как интересно? Все-таки они пытаются сообщить, мол, решать-то будет мужчина. Мужчина может развеять мрачные мысли. Мужчина может решить какую-то загадку, помочь решить какую-то проблему. И этот мужчина является для вас основным, является для вас главным, важным. То есть, получается, это может быть ваш муж, жених, человек, которого вы любите, да? Это может быть для мужчины отец, начальник. Для женщины тоже может быть и отец, и начальник. Кто-то, кто играет в жизни очень такую важную основную роль. И который часто бывает состоятельным, богатым, с завышенными лидерскими качествами. Видите, невероятная удача. Большая удача выпала, да? Она говорит о том, что с помощью этого человека вот те ваши мрачные мысли, загадки, там, принятие решения развеются. И придет удача, большая удача, которую вам принесет этот мужчина. Причем главный мужчина, он главнее вас, он важнее вас. Он ставит себя выше вас в чем-то, даже в обществе, даже по социальной лестнице. Соответственно, у него и по иерархии, да, он стоит выше. Но если вы воспользуетесь помощью этого человека, высшие силы гарантируют, что будет очень большая удача. Что рок изобилия буквально прольется в вашу жизнь.
Этот человек развеет все тучи, которые собрались в голове. Но также один мужчина здесь может развеять тучи другого мужчины, потому что это мужчина здесь изображен. И, может быть, касается мрачная мысль какого-то мужчины, а другой мужчина может решить это. Или, может быть, вы сейчас с вашим любимым человеком, например, поссорились, да? Он явится и решит все это, скажет, давай мириться. И тогда будет большая удача. То есть у каждого своя жизненная ситуация. У кого-то может быть финансовая проблема. Вы не знаете, где ее, там, где эти деньги достать, как решить эту проблему, да? Вот он мужчина, он поможет решить проблему. Может, у вас какая-то трудная там юридическая ситуация, да даже по здоровью там, да, любая может быть, и это все решается. Это все решается с помощью него. С помощью вот такой вот направленной мужской энергии. Ну, вот такая первая позиция. Здесь у нас прям все отлично получилось. Высшие силы дали намек, дали направление для мыслей, для действий, да. Так, второй наперсток — это совы. Что вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? И первая карта — это вы. Кто вы, что в какой аркане вы находитесь, какое у вас настроение. Это главная женщина. Видите? Такая прям очень красивая. Ну, посмотрите, я прям обожаю эти карты Кипера, конечно, очень хорошие карты. И вот это, их рисовал Чиро Марчетти. И, конечно, эти карты, они показывают здесь вот женщину, которая себя любит, да, она роскошная. И вы сейчас находитесь в состоянии либо зависимости от такой женщины, если вы мужчина, что он смотрит на нее, он ее обожает, она для него главная, да. И, конечно, она влияет сейчас на вашу судьбу. Либо это вы такая женщина, главная женщина, главная в жизни какого-нибудь мужчины, главная в жизни своей семьи, выполняющая функции все-таки руководящего звена, да, даже пусть дома. И, конечно, уважаете себя, цените себя, знаете, что вы центральное место занимаете в доме или на работе. И, соответственно, вы чувствуете себя выше других в чем-то. Вы чувствуете, что вы самостоятельны, вы чувствуете, что вы уважаемы. И, может быть, даже у вас хорошее финансовое положение, или оно сейчас выравнивается. Буквально вы можете привлекать потоки изобилия сейчас в свою жизнь. Может, вы этого еще не чувствуете, но каналы открыты совершенно точно по этой карте. Хорошо. О чем вам хотят сказать высшие силы прямо сейчас? Первая карта. Чего же это касается? Чего? Ага, это касается решетки, тюрьмы, заточения, заключения. Посмотрите, или какое-то ограничение. Вы знаете, иногда такое вот чувство у человека, может, он и не в тюрьме вовсе, но такое чувство, что он себя ощущает как в тюрьме. Его в чем-то ограничили, да? Он как бы не чувствует свободы, не чувствует выхода из этого положения. Ему сложно. Может быть, это про вас, может, это про вашего кого-то дорогого человека. Но в любом случае это не обязательно напрямую состояние тюрьмы, да. Но если у вас кто-то сидит из знакомых, там, близких, там, родственников, любимых, там, или еще кто-то, да, то, конечно, это будет касаться того, кто сидит в тюрьме, этого человека, кто под стражей, или, возможно, под стражей, вы его ищете, там, еще что-то. Вот, и тогда высшие силы об этом хотят сообщить. Но если нет, если у нас никто не сидит, закон не нарушает, естественно, высшие силы здесь просто хотят сказать, что вы чувствуете себя в какой-то ситуации, очень ограниченно и не свободно. Не видите выхода и не знаете, как же здесь себе помочь. Однако, мы здесь видим мышь. Вот эта мышь, она как шанс. А вдруг она ключ принесет, да, от этой решетки. Вот он замок, он тут совсем рядом. Нужен только ключ. И, соответственно, намек пошел сразу же, да. Хорошо. Что конкретно по поводу этого состояния, там, ограниченности, несвободы говорят высшие силы? Что они хотят сказать? Что можно покорять новые горизонты.
что нужно мыслить нестандартно, что можно вырваться из оков, порвать цепь якоря и обрести полную свободу. То есть какая-то ситуация, которая вас или ваших близких ограничивала, буквально затачивала, вы не знали, как в этом, значит, деле помочь себе или кому-то, и это скоро разрешится. Но главное мыслить креативно, нестандартно, подходить к этому вопросу. Выходит так, что новые горизонты открываются для вас, срываются все эти цепи, оковы, замки, и вы вырываетесь, да, на свободу, конечно. Возможно, новое путешествие в скором времени. И дальше у нас, значит, идет процесс. Вот этот процесс судья рассуживает двух людей. Здесь нужно будет помощь компетентного человека, особенно в плане, если вдруг то законодательство, да. Есть спорный вопрос в будущем между вами и кем-то еще, кто вас, возможно, ограничивал, или ваших близких. И этот вопрос должен решаться третьим лицом. Не говорю, что судьей, но третьим лицом. И это пойдет в вашу пользу. Высшие силы так распорядились рядом с таким вот новым горизонтом, да. Соответственно, третье лицо вам поможет разрешить по закону или, может быть, просто по справедливости этот вопрос. Я считаю, что давно пора было уже, значит, решить это все, да. Уже давно пора было это все там распутать, этот узел. И поэтому, просто все вот принимайте от высших сил подарок, что кто-то поможет вам вот эту как ограничивающую вас ситуацию или ваших близких убрать. Вот такая вот вторая позиция у нас. Хорошо. Смотрим, значит, дальше. К позиции идем номер 3. Что хотят вам сказать высшие силы прямо сейчас? И первая карта – это вы. Кто вы, что вы. Тут у нас, значит, подарок. Причем такой очень дорогой подарок. Золотой, прям, смотрите, с красным бантом. И получается, вы сейчас свою жизнь воспринимаете, возможно, как подарок, с благодарностью и счастьем. Вы очень позитивный, положительный человек, который любит Бога, который любит Вселенную, который старается жить правильно и старается открываться, открывать изобильные потоки в своей жизни. И также эта карта, конечно, показывает, что у вас на пороге подарок лежит. То есть вот либо вы его уже только что получили, этот подарок, либо получаете вот-вот, скоро-скоро. И, конечно, высшие силы не видят близость этого подарка золотого, да, с красным бантом. И они поэтому показывают подарок, скоро подарок. Хорошо. Человек вы замечательный. Может быть, вы сами как подарок для многих, да? Давайте посмотрим, чего касается вот то, что вам хотят сказать высшие силы, чего это касается или кого, может быть. Фальшивая персона. Вот эта карта выпадала у нас сегодня на указание высших сил для всех в начале. И здесь она снова у нас раз и выпала. Фальшивая персона говорит о том, что кто-то от вас что-то скрывает, носит маску, готовит что-то, может быть, как за спиной для вас. Это может быть как приятный сюрприз, так и что-то другое. За вами могут следить, например, наблюдать, вызнавать про вас что-то очень для них интересное. И поэтому, конечно, выпала поэтому фальшивая именно персона. Может быть, кто-то хочет вашего мужчину или вашу женщину. И поэтому, да, в общем, кто-то притворяется. Вот касается чего, мы поняли, да, что кто-то что-то притворяется или следит, что-то про вас узнает. А давайте поподробнее посмотрим. Поподробнее, о чем тут речь-то вообще. Видите, тяжелая, значит, работа. Кто-то про вас узнает, про работу что-то. Касаемо именно вашей работы, вашего бизнеса, вашей деятельности. Кто-то притворяется, носит маску и про вас вызнает что-то. Или пытается на работе вас, может быть,
подставить, или у вас есть конкурент по работе, или у вашего близкого человека. И также карты здесь могут показывать, что вы чего-то про работу не знаете. Как бы есть тайна про вашу работу. Может быть, кто-то... О, смотрите, джекпот, большие деньги, невероятно большие деньги может принести ваша работа, а вы не знаете. Кто-то от вас это скрывает или в этом есть тайна. Смотрите, у вас как может быть, что вы какой-то, может быть, работой занимаетесь, и тяжелая очень работа, трудная для вас, но эта работа, оказывается, может принести вам огромные деньги, как джекпот сорвали, как бы как выигрыш сорвали. И вы знаете, может быть, вам об этом-то и не говорят, что ваша работа имеет такой огромный денежный потенциал или связана с огромными деньгами. А на самом деле в скором времени вы уже эти деньги начнете получать. Просто нужно дознаться, а как эти деньги получать огромные, как сделать так, чтобы ваша работа повернула в ту сторону, чтобы большие деньги были. Вообще эта карта именно показывает внезапные деньги, как будто бы выигрыш. Вы столько, может быть, лет вообще там, да, трудились чего-то, все, а бах, на вас может свалиться огромная сумма денег. А может быть даже какое-то как наследство, или кто-то хочет вам эти деньги, а фальшивая персона уже знает об этом, догадывается и следит. Понимаете, как интересно? Кто-то как будто это знает, а вы еще не знаете. Но скоро-то вы узнаете, что вам могут прийти большие деньги, и придут. Но, может быть, вас пытаются как перехватить эти деньги, например. Или пытаются к вам подмазаться, зная, что у вас будут деньги. Притворяются около вас, что вас, мол, ценят как друзья, там, да, какие-то коллеги, зная, что вас хотят, например, повысить, добавить вам доход, да. Вот, то есть будьте внимательны, конечно. Но деньги какие-то внезапные, большие деньги, богатства у вас могут быть в скором времени. Интересно, интересно. Вот не зря же золотой-то подарок вам. Вы даже, может, и не знаете про этот золотой подарок. Следующая, значит, у нас позиция. Наш котик. Смотрите, ну какой хорошенький. Ну ж надо вот. Ну вот я когда увидела, я прям влюбилась в него. Итак, первая карта у нас – это вы. Кто вы? А вот вы как раз находите сейчас в жизни просвет, тропу. Эта тропиночка приведет вас к выходу из леса темного, дремучего, и вы, наконец-то, ваш путь обретаете, вашу волшебную тропу в жизни, да, и, наконец-то, вы проходите долгий путь, но у вас идет выход, да, и получается, вы человек, который находит сейчас выход из трудной сложившейся в жизни ситуации, из темного леса, из тьмы на свет, и как бы вы искали эту дорогу, вы сейчас в пути к светлому будущему. Вот такое у вас состояние. Я в пути к светлому будущему. Все у меня будет хорошо. Я скоро выйду на свет, и все у меня будет хорошо. То есть у вас прям это вот чувство, скорее всего, поселилось в вашей душе уже. Понимаете? Что предвкушение чего-то очень хорошего. Ну, это же карта такая прям очень, смотрите, какая хорошая карта. Она самое все готовит лучше, да, вам. Вот выходим, да, выходим туда. И вот вы уже скоро выходите туда, и поэтому вот у вас такое состояние. Кого чего касается то, что вам хотят высшие силы сказать. Ну, это касается дома суда. То есть какого-то вопроса справедливости касается, каких-то законодательных актов, всего решения по закону, там, да, работы официальной, может быть, государственных важных дел. Вот что-то такое, вот прям что-то официальное такое. Или рабочее такое, да, или просто какого-то спорного дела, или вопроса справедливости. Так, что конкретно это происходит тут? Значит, какой-то очень важный мужчина в вашей жизни, он играет основную роль
скорее всего, будет с вами очень честен и будет решать по справедливости. Или это ваш начальник, который будет вам благоволить в скором времени. Давайте еще карту здесь достанем. Значит, видите, идет официальное письмо. То есть вас тут могут как бы либо пригласить на работу в очень хорошую организацию с высоким окладом там, или там, с какими-то большими деньгами, доходами. Еще вариант. Здесь, может, вас хотят повысить или сделать вам какое-то интересное предложение по бизнесу. Также пригласить на работу в государственные органы или там учреждения. И это будет делать мужчина. И также, может быть, вам хочет написать какой-то мужчина, разъяснить с вами важные вопросы. И это все идет справедливость на вашей стороне. Поэтому вам нужно все делать правильно, все делать, вот, ну, как говорится, вот, с оптимизмом, да, чтобы у вас все было вовремя сделано, и тогда вы действительно получите большие результаты. Прям огромные, я бы сказала, огромные. Вы привлекаете сейчас удачу в свою жизнь, вы выходите на свет. И, соответственно, вам нужно разговаривать открыто, отвечать, заявлять о своих каких-то желаниях, может быть, даже о правах. Если все-таки касается каких-то спорных законных вопросов, говорите так прямо, все по существу, и это все решится только в вашу пользу. Вы можете, может быть, что-то высудить, вот, или решится вопрос там по поводу вашего повышения или по поводу каких-то денег, там, бумаг, там, вопросов недвижимости, может быть. Или любимый человек напишет вам письмо, потому что так должно быть по закону справедливости, что хватит уже прятаться, нужно поговорить прямо. То есть вот такое тоже может здесь быть. Поэтому высшие силы, они вас решили предупредить об этом. Ну, вот такие у нас были позиции. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Школа Таро Альвиен, ставьте колокольчик. Всем пока и до новых встреч!